Добрый день, дорогие друзья! Хочу сегодня вам рассказать, как себя вести после перенесенного инфаркта и инсульта. Вот это важно. Почему? Потому что на самом деле последствия нужно убрать, и вообще нужно оба этих органа восстановить. Так вот, что касается инфаркта. Почему возникает инфаркт? Потому что остро, резко нарушается кровоснабжение сердечной мышцы. А мы знаем, что когда мышца начинает работать сильнее, требуется увеличение притока крови к этой мышце. Только тогда, когда к ней увеличивается приток крови, только тогда она может стать сильнее, работать сильнее, чем раньше. И сердце – это тоже мышца, которая тоже работает. И, соответственно, если вдруг по какой-то причине испытывается недостаток притока крови к сердцу, то это и вызывает как раз то, что у нас называется инфарктом. То есть какие-то отмирания кусочек каких-то мышечных волокон в сердце. Вот почему это происходит. Соответственно, это может быть связано с двумя вещами. Либо это какие-то сужения сосудов. Суживаться сосуды могут либо тогда, когда вы, например, понервничали, стресс какой-то, они спазмируются, потому что идет активация парасимпатической системы, которая вызывает сужение сосудов. Понервничал, все, получил инфаркт. Это первый вариант. А второй, когда есть какие-то холестериновые бляшки. То есть, опять-таки, холестериновые бляшки возникают из-за того, что вы любите часто нервничать, но не отрабатываете свои стрессы физической нагрузкой до пота. Тогда холестерин откладывается в стенки сосуда и появляются бляшки, которые тоже уменьшают просвет сосуда. И в очередной раз, когда вы еще опять понервничали, уже сосуд сузился настолько, что не сможет кровоснабжать сердце, и получаем инфаркт. Вот как это все происходит. Соответственно, для того, чтобы инфарктов не было, что нужно сделать? Первое. Отрабатывать свои стрессы физической нагрузкой до пота. Понервничали, 20 минут побегали. Не обязательно бежать куда-то в парк, достаточно просто на месте взяли возле койки и 20 минут побегали. Вспотели, помылись, все, легли спать. Все. Вы уже отработали свой стресс, и никогда никакой проблемы, связанной со стрессом, у вас уже не будет. Это первое. Второе. Если бляшки уже отложились у вас в сосудах, то есть вы никогда не отрабатывали свои стрессы, но теперь вы знаете, что их надо отрабатывать, теперь будете отрабатывать, но бляшки-то уже есть. Что нужно сделать? Нужно поделать ортоклиностатическую гимнастику. Что это такое? Это простейшие совершенно упражнения. Встали, постояли вертикально, голова вверху, ноги внизу. Что при этом будет? У нас кровь. Кровь – это жидкость, естественно, она стремится под действием земного притяжения отхлынуть вниз. Для того, чтобы компенсировать этот отток крови, у нас вверху в голове сосуды расширяются, а в ногах, наоборот, сужаются. То есть сосуды начинают в одном месте расширяться, в другом сужаться. 30 секунд постояли так головой вверх, потом легли на пол и ножки положили вот так на стену, чтобы ноги были выше головы. И 30 секунд полежали в таком положении. Тогда кровь оттекает от ног и притекает к голове. Тогда сосуды в ногах уже расширяются, а в голове сужаются. И 7 переходов по 30 секунд в каждом положении. Соответственно, такая гимнастика для сосудов, когда сосуды то сжимаются, то расслабляются, то сжимаются, то расслабляются, она вымывает отложенные эти бляшки холестериновые. Холестериновые бляшки вымываются, сосуды стенка сосудов нормализуется, становится обычной, нормальной, как и раньше была. Реально это все происходит где-то за полгода, может быть, чуть больше. Если делать эти упражнения 2 раза, утром и вечером. Таким образом, с помощью этой ортоклиностатической гимнастики вы можете вымыть имеющиеся у вас холестериновые бляшки из своих сосудов, привести сосуды в норму. Делать операцию, ставить стенты совершенно не обязательно. Дорогие друзья, как вы можете
убрать причину инфаркта и, соответственно, убрать последствия инфаркта. Но здесь есть еще одно «но». Как мы говорили, для того, чтобы мышца была сильной и крепкой, нужно, чтобы она работала. Поэтому после того, как вы уберете вот эти последствия, вам нужно немножечко, понемножку начинать укреплять, усиливать сердечную мышцу. А для этого, как мы говорили, требуется физическая активность. А сердце работает тогда, когда работают другие мышцы. Поэтому если вы будете давать повышенную физическую активность, будете усиливать и укреплять и сердечную мышцу тоже. Единственный нюанс, что нельзя делать резко. То есть вот вы перенесли инфаркт, никогда не нагружаясь, и вдруг сразу начали по 10 километров бегать. Нет, ни в коем случае. Вы получите второй инфаркт. Вот эту нагрузку нужно начинать постепенно. Очень-очень-очень постепенно, понемножечку увеличивать физическую активность. Вот таким образом вы приведете свое сердце в полный порядок. Что касается головного мозга и инсульта. Инсульт – это острая тоже недостаточность кровоснабжения головного мозга. Причины те же самые, но есть еще одна. Первая причина, как мы сказали, при инфаркте была – это стресс, спазм сосудов, парасимпатическая активация, парасимпатическая иннервация. Второе – это холестериновая бляшка. То же самое, что у сердца, но здесь есть еще и третье. Кровоснабжение головного мозга идет через шею. Соответственно, когда зажимаются вот эти мышцы шеи, они передавливают сосуды, которые кровоснабжают головной мозг, и, соответственно, нарушается кровоснабжение головного мозга. Это еще более частая причина инсультов. В первых двух случаях мы уже разобрали, что нужно делать. Во втором случае нужно просто-напросто начать делать статические растяжки для мышц шеи. То есть расслаблять заднюю мышцу шеи и боковые мышцы шеи. Во многих местах, как делаются эти статические растяжки, у меня уже показано. Поэтому сейчас в очередной раз показывать не буду. Просто начинайте делать. Но один нюанс. Золотая коллекция вебинаров «Школы здоровья». Лучшие записи, доступ навсегда. Новые вебинары каждую неделю. Все самое важное о здоровье собрано для вас в одном месте, с доступом в любое время. Ссылка в описании под этим видео. Здесь 2 минуты, здесь 2 минуты и здесь 2 минуты. 6 минут. Но один раз в день – это ни о чем. Раз 10 в день надо делать эти растяжки, и вы быстренько за 2-3 месяца приведете кровоснабжение своего головного мозга в норму. И тогда никакой инсульт вам не грозит. Если же вы уже перенесли инсульт, то вам обязательно все это тоже надо делать. Но если после инсульта осталась какая-то парализация, это говорит о том, что клетки коры, двигательной коры в этом месте у вас отмерли. И, соответственно, нужно стимулировать и улучшать приток крови конкретно еще эту область. Но у нас иннервация правой и левой половины туловища, мышц справа и мышц слева, идет перекрестно. То есть, если у вас, например, парализация справа, значит, у вас поражены клетки в левой височно-теменной области, здесь. Если парализация слева, то у вас поражены клетки в правой височно-теменной области, здесь. Соответственно, можно простимулировать их восстановление. Можно. Каким образом? Активацией соответствующей области. Можете просто, например, расчесывать так до красноты данную область. Можете прогреть, горчичник поставить. Если вы лысый, значит, можно баночку на это место поставить. Можно купить красный перец, сделать настойку красного перца и втереть ее в это место. Помимо этого, еще рефлекторно у нас ногтевая фаланга большого пальца на обеих руках тоже связана с головным мозгом. Соответственно, ее тоже можно несколько раз в день до красноты разминать. Это тоже все будет стимулировать восстановление работы этих пораженных клеток коры головного мозга. И обязательно не забывать про мышцы шеи, чтобы восстанавливать кровоснабжение головного мозга. Дорогие друзья, что обязательно нужно делать и каким образом вы можете себя быстрее восстановить после перенесенного инфаркта или инсульта. Благодарю вас. Всего доброго. Будьте здоровы.